Большие собаки, даже став домашними питомцами, все равно остаются опасными хищниками и в определенных ситуациях могут повести себя совершенно непредсказуемо. Именно так и случилось в этой истории, которая в итоге завершилась совершенно неожиданным образом. Многие брошенные питомцы, оказавшиеся в приютах, знают только жестокость и лишение. Однако встречаются люди, готовые дать им второй шанс, окружить любовью и заботой. Доберман Аслан оказался одним из таких несчастных животных. Он провел несколько месяцев в австралийском приюте, где никто не хотел забирать его домой. Сотрудники уже собирались усыпить пса, уверенные, что на такую породу, известную своей агрессивностью, не найдется желающих. Но неожиданно нашлись люди, готовые дать ему шанс. Супружеская пара Томпсонов, счастливо растившая свою единственную дочь Тию, решила завести собаку, которая могла бы стать для их ребенка верным другом. Они также хотели сделать доброе дело, забрав из приюта несчастное животное. Томпсоны понимали, что пес из приюта может иметь сложный характер из-за своего тяжелого прошлого, но это их не остановило. Сотрудник приюта рассказал Томпсонам, что Аслан пережил страшные издевательства. Жестокий хозяин долгие месяцы почти не кормил его, избивал и в итоге бросил умирать, привязав к дереву на окраине леса. Когда добрые люди нашли Аслана и привезли в приют, он был на грани жизни и смерти, с истощенным телом и сломанными ребрами. Узнав его историю, Томпсоны прониклись жалостью к псу, но все же опасались за безопасность своей маленькой дочки. Сотрудник приюта уверил их, что несмотря на сложное прошлое, Аслан не проявлял агрессии за все время, проведенное в приюте. Убедившись в этом, семья приняла решение приютить добермана. Родственники и соседи, узнав об этом, удивились выбору Томпсонов. Многие считали, что доберманы слишком опасны для жизни рядом с детьми. Первые 5 дней в новом доме прошли идеально. Аслан оказался послушным и умным псом, который держался скромно, с опущенной головой, словно не мог забыть своего прошлого. Томпсоны изо всех сил старались показать псу, что здесь его никто не обидит, и заслужить его доверие. Постепенно Аслан начал привыкать. Тию он полюбил с первых дней, и вскоре они стали неразлучными друзьями. Девочка обожала играть с собакой, а он с терпением и нежностью присматривал за ней. На 6-й день Барбара, мать девочки, оставила ее с Асланом во дворе, наблюдая за ними из окна кухни. Все было спокойно, пока женщина не заметила, что пес ведет себя странно. Он толкал Тию, а затем схватил ее за одежду и резко оттащил. Барбара в панике выбежала во двор. Картина, которую она увидела, повергла ее в ужас. Перед Асланом извивалась большая коричневая змея Мулга, одна из самых ядовитых змей в мире. Доберман спас девочку, отбросив ее подальше от опасности, а затем, игнорируя собственную безопасность, бросился на змею. Аслан схватил ее зубами и, несмотря на удары змеи, отбросил ее в сторону. Барбара, схватив Тию на руки, побежала в дом, но пес, который тоже успел зайти в дом, спустя несколько минут упал на пол, ослабевший и раненый. Женщина сразу поняла, что пса укусила змея. Мужа не было дома, поэтому Барбара немедленно повезла Аслана в ветеринарную клинику. Врачи успели ввести противоядие и спасти жизнь смелого пса. После случившегося Томпсоны были безмерно благодарны Аслану, который за столь короткое время в их доме не только завоевал любовь, но и спас жизнь их дочери, рискуя своей. Доберман стал полноправным членом семьи и любимцем всех ее членов. Томпсоны были счастливы, что смогли спасти его из приюта. Они были уверены, что агрессивность доберманов не врожденная черта, а результат жестокого отношения со стороны хозяев. Любовь и забота помогли Аслану показать свою настоящую натуру верного, доброго и смелого друга. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.